Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2025 год. Да, специально записываю это видео пораньше для того, чтобы у вас был разбег времени подготовиться к сложным и не очень моментам, для того, чтобы все самые неприятные события сделать положительными. Ну что, дорогие, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром видео. Присаживайтесь поудобнее, будем разбираться, чего же этот год вам нового принесет. И да, скажу, что можно было бы сказать, что хороший год с ретроградного Марса не начинается. Так у нас не просто так, у нас 2025 начинается реально с ретроградного Марса во Льве в оппозиции с Плутоном. И эта история, я бы сказала, можно сказать, что эта история грустная, печальная и очень сильно напряженная. Нет, ребят, эта история наоборот, я бы так сказала, расшевелит львов первой декады. Сразу скажу про декады, да. Первая декада львов – это те, кто родился в июле. Вторая декада львов – это те, кто родился с 1 по 10 августа. И третья декада львов, кто родился с 11 августа и до конца львовского периода, там 22-23, в зависимости от места вашего рождения. Поэтому, да, даты и такие. Ну что, ретроградный Марс, начало 2025 года. Ретроградный Марс начинает свое движение на самом-то деле с начала декабря 2024, и он будет идти по Льву. И в первых числах января 2025 он перейдет в Рака. Но год-то начнется, я бы так сказала, вот с такой определенной встряски. Захочется много чего сделать, будет штормить, будет энергия мощи, движений, приключений. Здесь возможно на самом-то деле разные сценарии. Очень сильно вот эту историю будет ощущать львы первой декады, поэтому да, все будут отдыхать, у всех праздники, у вас будет волна приключений львы первой декады, и здесь как и захочется в бизнес, как хочется в работу, что-то сделать, внедрить, запустить, захочется финансовые истории какие-то прокрутить. Здесь единственное, будьте осторожны, потому что Плутон в оппозиции с Марсом всегда дает приключения, которые очень сильные и мощные. Если же это у вас проиграется как в личной жизни, то здесь захочется и любовных, и сексуальных похождений. Здесь захочется прям вот таких, я бы сказала, интересных романтических приключений. Будьте аккуратны и осторожны. История может получиться совсем не так, как вы планировали заранее, потому что Плутон, на самом деле, у него очень много энергии, очень много мощи, и с ней не всем просто справиться. Если же вы пустите эту силу в работу, получится очень хорошо, мощно. Вы сможете за короткий период времени сделать очень много. Ну и, естественно, с этим аспектом, если ничего не делать, расслабляться, будет ощущение, что обстоятельства жизни как-то раскатывают, как-то дают вот эту вот напряженку, сложность, борьба. Просто потому что нужно, наоборот, бороться со всеми трудностями, которые будут. Это львы первой декады, львы второй, третьей декады, здесь все гораздо попроще, да, то есть это я говорю про январь, начало 2025, да, у львов второй декады здесь история вообще связана с работой, с развитием, здесь Юпитер идет в ретроградном движении, как раз таки и львам второй декады делает приятный секстиль, говорит: социализируйся, учись, обучайся, что-то делай, внедряй в жизни, потому что благоприятно для этого период. Львы третьей декады, ну что, мои дорогие, здесь история того, что Уран, конечно, очень сильно дает экстраординарные, я бы сказала, результаты, да, потому что он в этот момент еще и январь,
и февраль, ну и, собственно, до июля будет прокатываться по третьей декаде Тельцов. И здесь, конечно же, у Львов третья декада, вот эта первая половина 2025 будет под мощной такой энергией Урана. Здесь история того, что на самом-то деле результаты в работе, в действиях, в результаты в будущем, проекты, связанные с друзьями, проекты, связанные с продвижением, с интеллектуальными знаниями, с работой онлайн, все, что связано в общем с Ураном, с техникой, эта история будет у вас. Скажете мне, сложная? Ну, на самом-то деле Уран будет давать те моменты, чтобы встряхнуть, максимально изменить старый уклад жизни, максимально перевернуть все с ног на голову, чтобы вы начали внедрять нечто новое. То есть это Львы третьей декады, и у вас, я скажу так, что история, связанная как раз-таки с Ураном, она будет вот, не скажу, что самая простая, да, но и январь, и февраль 100% здесь без особых, я бы сказала, таких помощников, которые будут давать вот эту силу, мотивацию, развитие. Будет ощущение, что постоянно все выходит из строя, постоянно как будто все специально делается для того, чтобы вы бросили заниматься своим делом. Нет, ребят, это все, ну, как если вы человек, который воспринимает знаки, воспринимаете, что это тот знак для того, чтобы внедрить нечто новое. Значит, вы что-то не увидели, что-то не досмотрели. Включайте мозг, включайте интеллект, знания, скорость свою, неординарность мышления. И здесь тогда получится с Ураном очень даже хорошо, потому что мне очень часто пишут, и я не могу, когда вот у меня там аврал, потому что Уран на квадратуре всегда дает ощущение аврала, когда резко начинает все очень быстро шевелиться, выходить из строя, работать не так, как работало. И ощущение, что, ну, наверное, это знак, надо перестать этим заниматься. Нет, это знак, что нужно, наоборот, внедрять новое. Это Львы третьей декады. У вас история, связанная с Ураном. У Львов второй декады у вас работа, связанная с продвижением, с внедрением, с обучением, переподготовкой, пиаром. Если же вы хотите поехать и отдохнуть, прекрасное время после февраля, я бы так сказала, да? Потому что в феврале, в первую неделю февраля разворачивается ретроградный Юпитер, и здесь прекрасное время, можете отдохнуть. Хочется, отдыхайте, ребят. У всех отпуска в разное время года. Для Львов второй декады хорошее время отдохнуть, но это гораздо лучше еще время для того, чтобы обучаться, внедряться, пиариться, работать, продвигаться и тому подобное. Львы же первые декады, здесь у вас история мощная, активная, настроена на бизнес, на цель, на реализацию. И нужно обязательно подниматься, потому что без вот этой внутренней ориентации на подъем, события, которые будут происходить в вашей жизни, вам будет кажется, что они вас раскатывают. И это история, которая продлится и январь, и февраль 2025. Поэтому здесь, ребята, скажу, что нужно вот этот отрезок времени постараться. Знаю, зима обычно такое затишье, когда не очень хочется стараться, хочется полениться, хочется расслабиться, отдохнуть, но внутренние ощущения и моторчик как-то не дают нам это сделать. Да? Поэтому здесь прислушивайтесь к себе, делайте то, что вам хочется, для того, чтобы получилось хорошо. Идем дальше. Март. Вообще сложный отрезок времени, я бы так сказала, начинается у многих в 2025 именно в марте, но не у Львов. Но не у Львов, особенно Львы первой декады. Здесь, да, ребят. Скажу, что такая небольшая предыстория. Вообще март начинается сложно. Почему? Потому что у нас с начала марта, со 2 марта у нас ретроградная Венера. Ретроградная Венера со 2 марта по 12 апреля, и она
будет в Овне. То есть начинает оно свое ретроградное действие в Овне, заканчивает в Рыбах. С 15 марта по 7 апреля у нас ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий начинает свое движение в Овне и заканчивает в Рыбах. Да, еще история у нас с 14 марта по 29 марта коридор затмений. Начинается он с лунного затмения, заканчивается солнечным затмением. Да, начинается в Рыбах, заканчивается в Овне коридор затмений. И еще вот такая вот небольшая вот вишенка на торте, очень мощная. У нас сразу после коридора затмения 30-31 марта, все зависит от места, где вы проживаете, потому что в одном полушарии это 30, в другом уже 31. И здесь история про то, что у нас Нептун меняет знак, то есть он из Рыб переходит в Овна. Чувствуете, да? И я скажу так, что эту историю, вот эту вот сейчас соляночку всю объединю, да, как вот это будет проживаться именно для львов разных декад. Естественно, максимально мощно и остро эту историю ощутят львы первой декады. Вы скажете, да что ж такое со львами первой декады? Ребят, не говорит о том, что вы человек плохой, что много событий случается, будет эмоциональный период, а на самом деле. Но львы первой декады вот здесь как раз-таки почувствуют подъем. Вот если вот январь и февраль 25-го у вас будет ощущение, что нужно пахать, нужно трудиться, нужно что-то делать, нужно прям мощно идти вперед, прорывать вот это все, однозначно это так. История того, что нужно львам первой декады в этот момент прям понять, что придет как раз-таки внутренний творческий настрой. То есть здесь будет не просто уже Плутон давать оппозицию к вашему Солнцу, да, в транзитных картах, здесь еще и Нептун будет давать классный трин, а это вдохновение для работы, это такое воодушевление делать, когда казалось бы, нет никаких определенных таких внешних обстоятельств, но внутреннее ощущение будет хорошо настроено на работу, на творческую работу, на музыкальную работу. Львы — это вообще, в принципе, знак зодиака, который творческий, активный, любит красоту, любит праздник, любит действие. Да? И вот Нептун как раз-таки из таких меланхоличных рыб переходит в Овна. Ну, это, конечно же, конец марта. В чем история? Ретроградная Венера, ретроградный Меркурий, коридор затмений и Нептун, меняющий знак. Ну, вообще скажу, что и ретро-Венера, и ретро-Меркурий в Овне – это история про личный бренд однозначно. То есть, если вы давным-давно хотите, чтобы вас заметили, чтобы вы как-то выделились на фоне остальных, если вас не замечают, если вы решили построить публичную карьеру, но у вас не получается, если вы хотели о себе заявить, если вы хотели, я не знаю, просто выиграть спор, почувствовать себя правым, что-то доказать, то здесь, ребята, скажу так, пришло ваше время. Львы первой декады однозначно это время для тех действий, которые вы ранее делали не раз, и они не получались. Когда было сложно что-то сделать, внедрить, показать себя, выйти на широкую публику, на аудиторию, однозначно. Потому что ретроградный Меркурий в Овне – это всегда оратор, ретроградная Венера в Овне – это всегда топнуть ножкой и красиво показать, кто я такой, такая. Да, то есть показать себя во всей красе, создать свой личный бренд, проявить себя, прорекламировать, в том числе это 100% время для вас, для той самой работы, которую вы всегда хотели. То есть это выделиться. Настоящий лев – это тот, который выделен. Неважно, выделен среди маленького коллектива, либо на широкую публику. Да? То есть у каждого из нас свой масштаб личности, и здесь нужно эту историю понимать. Поэтому львы первой декады, пришло ваше время. И здесь, конечно же, да. Но при этом я скажу так, что
Март 2025 будет штормить, будет страшно, потому что коридор затмений у нас все-таки не просто так. В коридор затмений всегда вскрываются все страхи. Здесь еще у нас под конец, конечно же, коридора затмения, здесь еще и Сатурн будет в соединении с северным узлом, а это всегда ощущение, что как-то вот сильно страшно, либо сильно медленно, либо я что-то делаю не так, либо да кто меня вообще увидит, да зачем это нужно. Сатурн дает определенные внутренние страхи, особенно если в вашей натальной карте Сатурн напряженный, и вы всю жизнь боретесь, например, с чувством вины, с чувством завышенной ответственности. Вы чувствуете, что у вас обязательств больше, чем желаний. И эта история очень сильно идет родом, естественно, из детства, с воспитания. Ни в коем случае не буду хейтить родителей, нет, ребят, потому что здесь история того, что наши родители нам даны не просто так, мы сами их выбираем. И для львов это абсолютно такая обычная, 100% обычная история, когда не могут львы подняться в социальном статусе, вырасти, построить карьеру, сложно разобраться в своем воспитании. Отсюда и у львов бывает нарушена история взаимодействия со своими детьми. Хотя для львов эта история очень сильно важная, потому что львы именно раскрываются с каждым новым ребенком. Лев такой знак зодиака, он семейный, он именно дети льва, маленькие копии льва делают его таким горделивым за то, что вот я правда такой классный лев. То есть здесь история к коридору затмений, да, у львов. У всех львов вот эта история будет в коридор затмений, неважно, что вы первая, вторая или третья декады, но здесь история обязательно для того, чтобы пойти вот после этого коридора затмения дальше, да, то есть осознать все вот эти глубинные внутренние смыслы, необходимо разобраться в страхах. Как сейчас там модно, проработать, можно никуда не ходить, никому не записываться, просто сесть и подумать, почему же вы не развиваетесь, да? В чем история, где вы тормозите, где вот это вот чувство вины, ответственности не дают пойти вперед. Может быть, вы его чрезмерно взрастили, это чувство вины, да, и нужно уже как-то ему дать место подвинуться и своему внутреннему львенку дать время как раз-таки для реализации. На самом-то деле все, что будет случаться в коридор затмений, все мысли осознания, придет далеко развертка, я бы так сказала, вот сценических действий в апреле 2025, поэтому здесь будет временно подумать, потому что еще и ретроградные планеты, они еще до середины апреля, грубо говоря, да, будут иметь влияние свою вот эту ретроградность, и заканчивают они движение в рыбах, это такой серьезный мыслительный внутренний процесс, который необходимо ощущать. Поэтому здесь, ребята, вот такая философская история на коридор затмений мартовский. Ретроградная Венера — это всегда истории с нашими бывшими отношениями, в том числе, где нам хочется завоевать эти отношения, а потом они какие-то нам становятся уже неинтересны. Венера в Овне — это всегда про это. Ретроградный Меркурий в Овне — это всегда что-то сказать, а потом сказать: нет, я передумал, недостоин и тому подобное. Здесь история того, чтобы главное, чтобы все ваши действия сделаны в ретроградность этих планет в апреле месяце, чтобы вы не передумали. Потому что очень часто бывает история того, что проходит время, уходит ретроградная фаза, и мне пишут, говорят, что-то какое-то на меня это зашло, что-то мне куда, когда было помутнение у меня, я вообще передумала, я вообще так не думаю, я вот и вообще наигралась. Вообще эта история с наигралась тоже понять то, что все, эта история закончилась, закрывается одна история и начинается другая история. И это не есть плохо, ребят.
это нормально. Уметь позволить себе закрыть прошлую историю и начать новую историю ради своего прошлого, ради своего будущего. И здесь, конечно же, я бы сказала, что март 25-го это будет такой рубеж вообще в принципе для львов, когда уже дальше сидеть нельзя, уже не хочется, я бы так сказала, вот эту историю проживать снова и снова, она надоела. Поэтому здесь история и по финансам в том числе, и про работу, и про отношения, и про свое, в принципе, мироощущение. Вот такой будет март. Конец марта, Нептун меняет знак. Большая, мощная история, связана с мировыми изменениями, как раньше уже не будет. Все процессы, связанные с Нептуном, это медицина, это миграции, переселение людей, это, вообще Нептун связан со всей природой. Это природа, это вода, это климат в том числе. То есть все, что связано с Нептуном, плюсом еще, естественно, творчество, да, то есть если про Нептуна можно говорить много, да, то есть активные такие истории, связано с алкоголем, в том числе со всякими веществами, в которые мы хотим уйти и забыться от реального мира. Так вот, все эти истории начнут активную свою деятельность, да, то есть активное продвижение влияния и изменения, то есть меланхоличные рыбы, в которых был Нептун, уходят в прошлое. Еще, конечно, в 2025 мы вспомним еще эти эмоции, да, еще немножко поваримся, как было раньше, но в 2026 уже 100% все, только вперед, только быстрыми. И да, Нептун, переходя в Овна, он очень сильно ускоряется, поэтому здесь, ребята, начнут очень сильно быстро меняться все истории, связанные с климатом, да, вообще будет изменение климата, и это не на одно десятилетие. Нептун связан с водой, Овен связан с огнем, то есть здесь истории все водные, либо наводнения, либо засухи, и это постоянно вот такой перебой. Здесь истории связаны с активными действиями на воде, даже военными в том числе, да. То есть мы еще не раз это увидим, услышим. Медицина начнет ускоряться. То есть вот пандемия, которая была, вот, которая прошла вот так, если вот с течением времени, можно сказать, флегматично, да, вот, прививочки поставили, то есть вот это вот все сделали, было страшно, то есть разные вот эти истории. Сейчас это все будет разворачиваться очень быстро, поэтому будьте внимательны просто к своему здоровью. Не скажу, что на львов вообще, в принципе, переход Нептуна будет влиять плохо, нет. Для вас же эта история, если вы идете как раз-таки в развитие, в мощное, глобальное, творческое, душевное, то есть если ваша работа связана с реализацией ваших душевных амбиций, тогда все будет классно. И если вы работаете, остаетесь жить той жизнью и работаете работу, которую не любите, ненавидите, ходите туда из-под палки, вот тогда будет тяжело. Не скажу, что фатальность будет у этих историй жизненных, нет, все равно будет разруливаться, но можно же, вместо того, чтобы было плохо, можно же сделать, чтобы было хорошо. Поэтому здесь вот такая история. На львов повлияет именно так. Плюсом у нас еще моменты переселения, отъезды, уезды людей, миграции будут тоже случаться гораздо быстрее, чем оно было. Особенно, когда Сатурн еще в конце мая 2025 года тоже сменит знак с рыб на Овна. И здесь все переезды, миграции начнут еще быстро ускоряться. Поэтому вот такая история у Нептуна, меняющий знак. И вот это вот ощущение, конечно же, будет еще сохраняться и на апрель месяц. При этом, скажу, прекрасное время для действий, для работы, особенно у львов первой декады. У вас вообще просто какой-то невероятный карт-бланш, пока все классные аспекты достаются, ребята, вам для работы, но при этом помните, Плутон очень будет сильно и мощно заставлять работать. Здесь, конечно же, будет ощущение, что у вас не справляется, можно сказать, нервная система, потому что будет происходить все быстро, будет казаться, что как-то вот обстоятельства стали складываться очень скоротечно, да, и
захочется где-то даже поругаться с семьей, с близкими, с домашними. Не делайте этого, ребята, не делайте. Больше обнимашек, больше любви, больше терпения. Да, в мае терпение придет к вам, Сатурн поменяет знак, и у вас будет внутреннее вот это вот терпение, самообладание. Это что касается львов первой декады. Львы второй декады у вас по-прежнему. Здесь в апреле и в марте, и в апреле Юпитер не ретроградный, директно говорит: делайте, делайте хорошо, делайте красиво, делайте, учитесь, обучайтесь, передвигайтесь, перемещайтесь. Если вам нужно куда-то поехать для работы, для продвижения, прекрасное для этого время. И здесь, конечно же, скажу, что Юпитер очень сильно помогает. Уран вносит небольшие свои такие коррективы, которые заставляют внедрять новое. Львы третьей декады, будете злиться, но это все только ради вас, мои дорогие. Не потому что вы люди плохие, нет. Потому что засиделись на старом месте, и пора уже что-то делать новое. Менять работу, и да, это изменение, смена работы будет не единственное. Если вы будете менять на этом аспекте отношения, то это будут одни отношения, и переход потом в другие отношения, и так будет, пока Уран не поменяет знак. Да, ну как-то же вас нужно научить, показать, что сила мысли иногда, да, мы иногда, когда в чем-то очень сильно уверены и заблуждаемся, то есть это та уверенность, которая мешает нам, да, у нас есть уверенность, которая по жизни нам помогает, и есть та уверенность, которая ведет к заблуждению и мешает нам по жизни жить. И вот когда приходит Уран, он специально заставляет нас сменить точку зрения и показать нам, что мы вот где-то мы не правы, где-то мы не так думаем. Не потому что мы люди плохие, нет, потому что в силу обстоятельств мы подстроили жить под определенные события. Вот и все, поэтому здесь истории будут связаны только для того, чтобы поменять точку зрения, внедрить нечто новое, поменять фокус внимания, действия, то есть сменить свое мышление ради будущего. Ребят, ради будущего мы все здесь с вами и находимся. Идем дальше. Март, апрель и май 2025. Я бы сказала, весна этого года будет очень бодрая и активная для львов. Начинается история в марте. В начале марта начинает накатывать, в конце марта уже такой апогей эмоций. И в апреле мы будем по чуть-чуть это разруливать, да? Ну как по чуть-чуть? Кто-то по чуть-чуть, кто-то начнет с семимильными шагами, а именно львы первой декады с семимильными, я надеюсь, шагами идти вперед в развитие, в будущее. В мае у нас с начала мая начинает свое ретроградное движение Плутон, и он пробудет в ретроградном движении 5 месяцев, то есть с 3 мая по 13 октября 2025 года. И он как раз-таки будет в ретроградном движении делать оппозицию ко львам первой декады. Про что здесь? Бизнес, работа, продвижение именно своих таких пробивных качеств. Качеств деньгозарабатывания, мощь, сила. На бытовом плане можно, конечно, внедрить какой-нибудь спорт в жизнь, активный такой, мощный, для того, чтобы вот энергии еще было больше, для того, чтобы что-то сделать. Да? Вообще, в принципе, это работа над ошибками всего того, что вы делали последнее полугодие. Последнее полугодие, а именно с осени 2024 по май 2025. Вот все, что вы сделали, вот можно вернуться к этим старым проектам, к этим же действиям, пересмотреть все, что вы сделали и что наоборот не получилось, и сделать еще лучше. То есть если вы как-то зарабатывали вот на определенных знаниях, да, то здесь можно подняться еще на ступеньку выше и заработать еще больше. Если вы работали с коллективами, с группами, с командами, здесь та же самая история, потому что Плутон, идущий по Водолею, это всегда коллективные знания, активность, действия, заработки. То есть здесь такая очень мощная история, настроена на международные отношения в том числе. Поэтому да, вот такая история с ретроградным Плутоном, продлится она 5 месяцев, очень сильно будет влиять на львов именно первой декады. На львов второй декады я скажу, что здесь небольшое, ребята, расслабление. Да, львы второй декады начнут скоро, я бы так сказала, знаете, разбираться со своими страхами. Но эта история уже будет летом, к дню рождения. Но здесь пока
пока львы второй декады находятся, я бы так сказала, вот в мае, в июне. Здесь история, связанная больше с отдыхом, не будет каких-то отягощенных событий, мероприятий, действий. Вот захочется отдохнуть, отдыхайте. Этот период будет таким, каким вы его сделаете, наполните. Если же вы к этому моменту, конечно, разгребли все свои завалы, все свои дела, то есть сделали всю ту работу, которую нужно было сделать, тогда будет классное время, да, для отдыха. Если же нет, то, конечно, будете доделывать все те дела, которые не сделали в те месяца. То есть работы будет много, будете еще ее довнедрять, но уже будет такое ощущение: я устал, я хочу отдохнуть. И это тоже, в принципе, нормально. Идем к лету, и хотелось бы, конечно, как можно больше чего где отдохнуть. Идем дальше, ребят, и у нас июнь. Июнь 2025, это лето. Не сказала про львов в третьей декады в мае, да, львы третьей декады в мае, у вас, ребят, скажу так, что здесь развитие, пришло ваше время, Юпитер пришел к вам делать, продвигать вот тот самый оптимизм дает, да, как раз таки он меняет знак 10 июня, он меняет знак с Близнецов на Рака, и вот здесь скажу, что 1,5 месяца львы третьей декады почувствуют не просто вот эту силу, мощь Урана, который тормошит уже несколько лет, да, потому что Уран катится как раз-таки по Тельцам, да, по третьей декаде, и делает вот этот вот квадрат, который заставляет львов третьей декады постоянно напрягаться, что-то экспериментировать, что-то делать, что-то проверять. И здесь как раз-таки Юпитер придет и такой скажет: давай, делай максимально, много, вот твоя удача, вот все то, что ты давно хотел, просил, делай. Так вот, май и июнь, дорогие львы третьей декады, я скажу, что для вас будет просто абсолютно классным, удачным. Как мне говорит, когда к нам придет удача? Вот она, удача приходит. Она уже даже в конце, я бы так сказала, в конце апреля уже приходит, да, вторая половина апреля. Действуйте, уже будет чувствовать вот этот вот оптимизм, что наконец-то что-то поменялось, не все как раньше. Поэтому здесь действуйте, внедряйте как можно больше. И я скажу так, что конец весны и начало лета у львов третьей декады — это вот то самое фартовое время, когда начнет получаться глобально, выходите за рамки, все, что связано с реализацией, с работой, с карьерой, с деньгозарабатыванием, только за, это вторая половина апреля и май и июнь. Поэтому, ребята, вот такая история, вы будете ощущать ее очень классно. Действуйте, дорогие львы третьей декады. Идем дальше. Уже сказала, что у нас меняет знак 10 июня Юпитер, он из Близнецов переходит в Рак. И здесь история того, что, ребят, и следующий весь год, то есть с лета 2025 по лето 2026 у нас Юпитер будет находиться в Раке. Как он будет влиять на львов? Особо, вообще Юпитер — это, в принципе, добрая планета, особо влиять на львов не будет. В профессиональном плане, я бы это так сказала, только вот такой небольшой отрезок времени, потому что на самом-то деле цикл у него короткий, и здесь буквально словить вот этот месяц-два, у кого еще 2,5, вот это как раз-таки внутреннее ощущение удачи, да, это не просто ощущение, на самом деле будут события складываться хорошо, главное не залениться, потому что всегда, когда у нас есть история с Юпитером, мне очень часто говорят: я хочу поехать отдыхать, я устал. Потому что Юпитер здесь тоже про отдых, про наполнение себя чем-то душевным, смыслами, мудростью, релаксом в том числе. Да, это связано и с нашей, естественно, профессиональной деятельностью. Но если у нас внутреннего ресурса уже на это нет, то хочется, конечно, просто куда-то поехать отдохнуть. То есть здесь решайте сами. Прекрасное время для отдыха, либо прекрасное время для как раз-таки новых смыслов, обучения, знаний, профессиональных достижений. Каждый выбирает то, что ему нужно. Нет определенно только одного действия, как я могу реализовать энергию этой планеты, как я могу вот этот потенциал использовать.
Нету такого варианта. То есть все львы, я надеюсь, что вы этого понимаете, львы, рожденные в разное время, не просто суток, в разное время, во весь львовский период, в разные года, в разных местах. И у всех, в принципе, мироощущение разное, воспитание и отношение к жизни. Да? Поэтому я надеюсь, вы понимаете, что это общий гороскоп. Если у вас есть свои личные вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. При этом, ребята, оставляйте свою дату, время, место рождения, и ваши вопросы я отвечу. Не просто по одному Юпитеру, у нас еще и Уран будет менять знак буквально в июле 25-го, и очень много чего будет складываться еще. Поэтому согласно этого видео оставляйте вопросы, я с удовольствием на них отвечу в режиме свободного времени. Идем дальше, ребят. Потенциал Юпитера можно применить по-разному, каждый знак его использует совершенно по-разному, даже каждый лев. Для льва эта история очень сильная и мощная, потому что Юпитер это такая же активная, яркая, творческая планета, как в принципе, как и сам лев, поэтому здесь есть тонкости вот этой настройки, да, поэтому здесь есть внутреннее понимание и принятие, что мы любим эту планету. Поэтому, да, дорогие, используйте время Юпитера для тех моментов, которые вам больше всего нужны сейчас. И идем дальше. У нас июль. Июль 2025 у нас очень классное, я бы сказала, событие на небе. И сейчас львы третьей декады скажут: ура, наконец-то, хвала, да? 7.07, 7 июля у нас Уран меняет знак, он переходит из Тельца в Близнецы. И сейчас львы третьей декады, ну, боже мой, наконец-то, да? Да, перестанет штормить, выводить все из равновесия у львов третьей декады, придет стабильность. И здесь история однозначно про то, что захочется, конечно же, много чего делать, много чего внедрить. Вообще переход Урана будет очень классно влиять на львов первой декады. Это начнется история, когда Уран будет не выводить из баланса, а наоборот помогать. То есть я вот еще раз скажу, что львы первой декады почувствуют как раз-таки историю того, что вот оно, большой масштаб, размах, действие, креативный подход, все оно сложилось, потому что и к этому моменту уже и Сатурн, да, поменял знак в конце мая, уже говорила, 25 мая Сатурн тоже перешел из Рыб в Овна, и львы первой декады вообще чувствуют еще и продуктивный настрой, и вместе с переходом Урана в Близнецов львы первой декады почувствуют еще вот эту масштаб, креативность, ориентацию на будущее. То есть откроется такой, я бы так сказала, поток эмоций, ощущений, что ну наконец-то все вот у меня вот так складывается классно, да? Но здесь есть такой небольшой вопросик. У нас в первой неделе июля, 5 июля у нас уходит в ретроградное движение Нептун, который вот у нас с конца марта, да, находился в Овне, то есть он уходит в ретроградное движение. И 12 июля у нас уходит в ретроградное движение Сатурн, который всего 1,5 месяца находился в Овне. И эта история про то, что все то, что было вами сделано, дорогие львы первой декады, за вот этот короткий промежуток времени, то есть за весну 2025 года есть момент переосмыслить, сделать еще больше. То есть ретроградность планет не говорит о том, что нужно сейчас вот остановиться, начать плакать, переживать и все будет плохо. Нет. Это история нашей работы над ошибками. Все то, что было сделано в работе, в карьере, в деньгозарабатывании в том числе, потому что здесь и Нептун, здесь и Сатурн, здесь и Уран. Это планеты, которые нацелены на будущее. Здесь и Плутон, собственно-то, ретроградный, да, но он просто мощно, сильно толкает делать. Здесь история однозначно про то, чтобы делать глобально, делать красиво, делать интересно и пересмотреть свои ошибки. То есть мы все, если честно, отвечаем себе на вопрос, где мы не доработали,
вот прям не доработали, да, сделали не наш максимум, то здесь есть история подняться на уровень выше и сделать больше. На этом, естественно, больше заработать, на этом, естественно, больше смыслов осознания. Естественно, как это скажется на личной жизни? Ну, на личной жизни это скажется со стабильностью, да. Ну, вот, например, у львов с переходом Сатурна, на самом деле с Сатурна из рыб в Овна, здесь история приобретения своей недвижимости. То есть если вы долго шли к приобретению к своей недвижимости, это очень классный такой аспект для того, чтобы закрепиться на земле собственно. Да? То есть здесь история дома, либо здесь история попроще квартира. То есть, но здесь история однозначно связана с недвижимостью. И здесь очень классный момент летом, особенно если вы не дотянули эту историю весной 2025, да, то здесь есть история до конца лета. Вопрос с недвижимостью решить. Да, на ретроградности Сатурна с 12 июля, и он будет находиться, Сатурн ретроградный в Овне, до начала сентября. До начала сентября 2025 Сатурн будет находиться в Овне и делать классный аспект именно к львам первой декады. Так вот, здесь львы первой декады, у вас история, связанная с недвижимостью, она как раз-таки может быть не просто мечтой, а стать реальностью. Но именно реализовывать вы ее начнете в июле и августе. Почему? Там у нас в июле и августе еще и ретроградный Меркурий. Естественно, не должно быть все просто. Вы, надеюсь, вы адекватны и понимаете, да? Естественно, придется повозиться с документами, проверять бумажки. Вот это вот все, относиться ответственно. Но никто же не сказал, что трудности, сложно, это невозможно. Сложно, ну уж точно не невозможно, да, поэтому здесь история про это, что нужно постараться, и тогда получится хорошо. История связана с Нептуном, будет внутреннее ощущение, воодушевление, размах, масштаб. Да, ретроградный Нептун начнется с 5 июля. И он будет в ретроградном движении, он будет в ретроградном движении до первой недели декабря 25-го, но именно в Овне он будет до 22 октября. И это история про то, что в этот период времени, пока Нептун находится ретроградный и в Овне, то есть всю свою творческую работу, карьеру, реализацию, все свои мысли, планы, мечты, вот их как-то укомплектовать, и вот классно бы с ними бы что-то сделать, поработать, то есть как-то дать им материальный аспект, потому что Нептун, который находится в рыбах, это мечтающий Нептун, максимально мечтающий. То есть это период времени, когда работают все карты желаний, мы мечтаем, такие меланхоличные, это прекрасно. Но когда Нептун находится в Овне, это история к действию. То есть эта история уже материализуется. То есть это когда наши мечты становятся нашей реальностью. Но, ребята, для того, чтобы это случилось, не прилетит волшебник в голубом вертолете, надо самим это сделать. Поэтому скажу так, что на львов, конечно, первой декады вообще у Вселенной гигантский замысел, смысл, продвижение. Поэтому здесь, ребята, можете ворчать, говорить ужасный гороскоп, все что угодно, я не знаю, писать там в комментариях, но для того, чтобы это случилось, надо начать действовать. То есть это как мне вот тут выпало недавно в рилсах или в шортах, выпала книга, которая реально говорит о том, что все ваши мечты сбудутся, что надо сделать. Открываешь ее, а там на протяжении вот такой толстой книги одно слово скопированное: работать, работать, работать. Да, ребят, Нептун перешел в Овна, Сатурн перешел в Овна, все, вот эта меланхолия, затишье, оно закончилось. Начинается активное действие, экспансия, захват рынка, как угодно. Если вы продажник, то вы продаете. Если вы занимаетесь действиями, которые связаны с публичностью, то вы тоже выходите. Если ваша история связана с семьей, с детками, с организацией праздников, мероприятий, в том числе вы тоже туда выходите. Да? То есть вообще лев, знак зодиака, это тот, который выходит из тени и вот начинает активно работать. И как раз таки Нептун и Сатурн заставляют львов работать очень сильно. Пока больше всего пашут, конечно же, львы первой декады. И это на самом-то деле хорошо, потому что здесь очень много отличных событий для реализации.
и львы второй и третьей декады чуточку позже, следующий и через год вы ощутите вот эту историю, связанную в том числе и с недвижимостью, да, в том числе и с реализацией работы, карьеры, она будет идти гораздо быстрее. Но для того, чтобы они пошли на следующий год ярко, мощно и интересно, надо сейчас это делать, ребят, представляете? Но вот сейчас уже зачатки будут, поэтому лето 2025, я скажу так, что для львов вообще будет история, начинающая активное, мощное и яркое развитие. Поэтому, да, дорогие, еще же это же перед днем рождения, да, то есть вот эта вот вся история. Как раз-таки к дням рождения львов начинается еще очень мощная история. У нас с 18 июля по 10 августа ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий, давайте сразу угадайте, в каком знаке, долго ходить не надо, во Льве. Ретроградный Меркурий будет во Льве, и эта история еще о том, что если вы не сделали этого ранее, то у вас есть то есть вот как раз таки вот этот шанс еще один выйти на широкую аудиторию, на широкую публику, начать делать, активно развиваться. И я скажу вам так, мои дорогие, сидеть уже времени просто нет. Нет времени сидеть, тратить его, нужно развивать свои знания, навыки в том числе, потому что Уран, который поменяет свой знак, да, летом, в июле, здесь история всегда про то, что особенно сейчас вот львы третьей декады мне скажут, мы-то уж точно знаем, про что это, да. Вообще Уран, когда он переходит в Близнецов, это история про новые знания, новые технологии, транспорт, сферы коммуникации, сферы передвижения. И это все начнет становиться все быстрее, новее и видоизменяться. Ребят, но для того, чтобы это все случилось, должно отвалиться старое, что уже не работает. Ну, то есть здесь и образование, в том числе любые формы коммуникации, любые формы общения с людьми, да, то есть соцсети в том числе, они приведут, потерпят изменения, да, что-то отвалится, самые сильные и легко трансформируемые в новые какие-то модели начнут активно расти и развиваться, да, поэтому здесь будьте начеку, и я хочу, чтобы у вас не было никаких вот этих историй, что вот это все меняется, нужно начинать сначала. Уран, он всегда обнуляет, но для львов эти обнуления будут только в плюс. Это правда. И здесь главное не застревать в своих каких-то внутренних разочарованиях, не застревать, а нам опять начинать сначала. Да, сначала начинать, но в пользу будущего, да, будет лучше, да, будет хорошо, да, но надо постараться. Трудимся, стараемся, ради чего? Ради себя, ради своей семьи, ради мира вокруг, для того, чтобы, если каждый постарается, то будет хорошо. Поэтому здесь не хочу, чтобы история с Ураном вас остановила и повергла, я бы так сказала, в шок, что ли, потому что очень часто Уран именно такое ощущение дает. А особенно львы не любят движение Урана, потому что лев — это такой знак зодиака, который любит стабильно, планомерно делать свое дело, кайфовать от этого дела. И тут пришел такой Уран, Водолей зашел и такой: так, мы сейчас быстро вот это все быстро переделываем, нам вот это вот все не нравится, это уже не работает. И львы такие: так, это вообще что было? Чтобы вы не эмоционально проживали этот период, а наоборот нацелили его на продуктивность. И тогда вот эта история с июля продолжится на август, и тогда история и с недвижимостью, и с работой, и с продвижением будет складываться у вас очень хорошо, очень ярко, очень интересно, и вы не потеряете вот эту вот нотку креатива, мощного, яркого, дерзкого, который вам на самом деле нужен. Тогда и ретроградный Меркурий сложится на самом-то деле хорошо. Да, будут трудности, но я не скажу, что лето 2025 будет для вас каким-то очень ужасным. Нет, сложным, но сложным специально для того, чтобы вы ответственно отнеслись к этому моменту времени. И да, следом идет осень 2025, в которой есть, конечно же, сложные моменты, но они только для того, чтобы последний раз нас вернуть в то, как было раньше, как мы жили раньше, потому что, ребята, да, мы живем в развивающемся мире, в разрушающемся прошлом и идущем в новый мир, но новое никогда не построится, если старое
не хочет разваливаться. То есть мы идем, покупаем себе что-то новое, когда у нас сломалось старое. Да? Старое уже почти сломалось, оно держится последними силами и ресурсами, чтобы хоть как-то удержаться, но прогресс не остановить. Про это, пожалуй, лето 2025 для львов. И идем в осень 2025. Итак, осень 2025 таит в себе, я бы сказала, есть сложные моменты. С начала сентября у нас уходит Сатурн из Овна в Рыбы. Это как раз таки тот самый момент, который ощутят львы первой декады, то есть уйдет вот эта продуктивность действия, мощь, то есть желание делать нелюбимые дела, сложные дела, за которые раньше было невозможно взяться. И эта история покинет, я бы так сказала, до февраля 2026 года. Поэтому, ребята, да, еще немножко будет найти вот такой внутренний резерв для работы, для действий. С 5 сентября у нас уходит в ретроградное движение как раз-таки Уран, который недавно пришел в Близнецы. И эта история как раз-таки, если вы в этот период времени начали очень мощную, активную рабочую деятельность, связанную на будущее, связанную с интернет-проектами, большими коллективами, международными коллективами, сообщества и тому подобное, то есть у вас задействован большой круг людей, то здесь есть возможность проделать работу над ошибками. Уран будет в ретроградном движении. В ретроградном движении он будет до последней недели января 2026, но в Близнецах он будет до 8 ноября, и потом обратно вернется в Тельца. Поэтому до 8 ноября есть история вот как раз-таки осень, да, задуматься, что было сделано нового, что не получилось настолько, сколько хотелось, как можно эту историю переделать, еще больше конвертировать в положительные возможности, в финансы, в новые связи, контакты, расширение влияний. Здесь обязательно над этим подумайте, и тогда будет складываться очень даже хорошо. Что еще? У нас коридор затмений в сентябре 2025, и он у нас начинается с 7 по 21 сентября. Знаковая дата 21 сентября, в день осеннего равноденствия, конечно же. Да? Здесь история того, что коридор затмений будет в Деве, и история про то, что нужно четко пройти и отнестись к этому периоду. Вот сейчас даже открою вот эту историю, когда начнется у нас 7 сентября вот эта вот вся сила, мощь и история. Как сложится на львов? На львов особо без каких-то мощных эмоциональных качелей. По крайней мере, коридор затмений начнется. Как он закончится, здесь история, конечно же, львы первой декады почувствуют вот такое внутреннее какое-то, знаете, осознание, глобальные смыслы, для чего вы пришли в эту жизнь, что вы хотите сделать. То есть откроется такое, знаете, глобальное видение, да, потому что еще же здесь коридор затмений — это всегда кармический момент времени, связанный с нашим прошлым, будущим. И коридор затмений, они очень сильно имеют влияние на мировые глобальные события, которых в 2025, кстати, будет очень много весной, и первые из них они случатся в марте-апреле 25-го. Потом, конечно же, у нас будет лето со сменой Урана. И вот этот коридор затмений даст очень сильный, мощный толчок именно вам, дорогие львы, для того, чтобы вы поняли, осознали всю мудрость, суть вообще всех этих изменений. То есть, если вы, как говорится, еще не дошли мозгом до тех умозаключений, которые должны были с вами случиться, то вы к этому придете к осени. Да? Это не хорошо, не плохо. Всему свое время, ребята.
всегда всему свое время. И здесь, я бы так сказала, такой момент, отрезок, ну, не просто кармичный сентябрь, не скажу, что с помаркой плохо, нет, вообще однозначно нет. Хороший такой, нормальный, добрый сентябрь, главное отнестись к этому моменту времени нормально. Плюсом у львов еще есть история, начнется она в августе. Август и сентябрь в том числе для львов это история, конечно же. Венера будет проходить как раз-таки по льву, и здесь история личных отношений. У кого-то к концу коридору затмений, ну то есть после вот этого отрезка времени, да, то есть все про работу, про реализацию, ну потому что это на самом деле очень важно. И когда у львов нет вот этой реализации, в том числе, то и личная жизнь, и любовь, и отношения, и семья, и дети особо не радуют. Мы все, в принципе, такие, потому что наше солнце, мы пришли сюда что-то делать, чем-то заниматься, иметь свой интерес по жизни, да, и когда наши интересы заключены только дома, в бытовых условиях, нас это не просто угнетает, нас это очень сильно всех напрягает. Поэтому я и в основной своей массе про интерес, про работу, про карьеру, но семья это очень сильная и важная наша такая внутренняя ступенька, которая однозначно дает очень сильную, мощную окраску для реализации. Так вот, у львов эта история начнется еще летом. Любовные отношения, истории, связанные с прохождением сложных периодов в отношениях, да, и эта история у львов начнется с августа, закончится с коридором затмений, Венера будет идти по льву и закончится как раз-таки на аспекте Венера-Уран в квадратуре. Этот аспект всегда про то, что нам хочется выйти из отношений, нам хочется разорвать старые связи. Еще же Венера перейдет из льва в деву, которая все точно просчитывает, а любовь и отношения это вообще не про расчет, это про внутреннее душевное тепло. И здесь главное, ребята, не нарубить дров. Вот я вот ко всем львам обращаюсь, неважно какой декады, не нарубите дров. У львов, конечно, первая декада, здесь внутренний Наполеон такой проснется и скажет, да я лучше, у меня будет все классно, такой внутренний оптимизм. Львы второй и третьей декады этого оптимизма не будет, веры в такое вот классное, шикарное будущее, да, и здесь окраска будет гораздо сложнее. У львов первой декады эта история спадет, ну то есть вот эта вот очарованность, что все и так без тебя у меня все будет классно, то есть нежелание устоять перед трудностями, вот этот вот оголделый оптимизм спадет в конце ноября, в декабре и в январе в том числе. Поэтому здесь история того, что понимаете, что когда очень сильно много энергии, да, к нам приходит в жизнь, нас начинает штормить, мы начинаем просто с ней не справляться и начинаем портить то хорошее, что есть в нашей жизни. 10 раз подумайте перед тем, как разорвать отношения, особенно если в ваших отношениях есть семья, дети, любовь, взаимопонимание, и это когда-то было. Если это хоть раз когда-то у вас было в этих отношениях, тогда давайте отматывайте мысленно свою жизнь назад и вспоминайте, что вы там делали такого, что было у вас тогда и почему сейчас нет. И давайте взращивайте снова эту историю. Легко выйти из отношений, легко найти новые. Но они будут идти по такому же точно сценарию, ребят. Зачем менять шило на мыло, зачем перепрыгивать, если все равно если вы выходите из этих отношений, значит вы не реализовали свою задачу в этих отношениях. Вы выходите, то есть вы сдаетесь. И здесь история того, что зачем сдаваться, чтобы потом опять в эту же историю, ну, с другим человеком прыгать и проходить ее точно так же. Ребят, такая история, детская. Не сдавайтесь. Отнеситесь ответственно к этому периоду времени с точки зрения любовных отношений, поработайте над ними. Вы себе потом 20 раз спасибо скажете, это на самом деле то самое классное, что нужно. Идем дальше. После коридора затмений у нас наступает октябрь месяц, который в принципе тоже не очень-то простой, потому что много звездных событий. И здесь у нас 13 октября заканчивает ретроградное движение Плутон. Плутон очень мощный, активный, деятельный, я бы так сказала, и он уже больше в Козерога не вернется. Естественно, львы
первой декады почувствуют вот это вот я сила, я мощь, и с новой вот этой эмоцией захочется пойти в деньгозарабатывание, в активность. Это прекрасно. Я вообще здесь только за, да. В конце октября 22 уже говорила, у нас Нептун выходит из Овна в Рыбы, поэтому вот это внутренний романтизм, вдохновение, мотивация делать какие-то такие глобальные дела, немножко поубавится пыл. Но в целом скажу, что если вы переживете сложности и трудности сентября, именно связаны с любовной сферой, с отношениями, да, то октябрь будет гораздо мягче. То есть будет вот эта платформа, активность и действие для работы, для реализации. Следом идет ноябрь. В ноябре у нас вообще, я бы так сказала, джекпотное событие. У нас Уран переходит в Тельца, возвращается 8 ноября. Будет штормить, да, львы первой декады скажут, где вот эта вот быстрота, скорость действия и сразу результат всего чего того, что мы уже привыкли делать, да? Ребята, нет, вернемся назад. Львы третьей декады скажут, это вообще что опять случилось? Начнет опять колбасить львов третьей декады, это с ноября, декабрь, и по конец января, в начале, середине февраля уже вот эта история уйдет, да? Ретроградный Уран из Тельца уйдет в Близнецы и уже перестанет штормить львов третьей декады. Да? Но до этого времени еще нужна, я бы так сказала, последняя петля Урана, не самая простая. Но если вы сделали все то, что я говорила, связанное с Ураном, дорогие мои любимые львы третьей декады, в 2025, да, до того, как Уран, то есть в первом полугодии 25-го, до того, как Уран поменял знак, тогда у вас вторая петля с ноября по февраль будет гораздо проще. Вот гораздо проще, и так уже штормить не будет. Но, как правило, мы люди, существа такие, что мы любим все затягивать и потом винить всех вокруг, обстоятельства, что почему все так случилось. Потому что затянули. Не затягивайте, дорогие львы третьей декады. Идем дальше. Что у нас еще? У нас, во-первых, с 10 ноября по конец ноября у нас ретроградный Меркурий. Ретроградный Меркурий будет в Стрельце. Для львов опять это, кстати, я скажу, что очень даже хороший период времени, но закончит свое движение ретроградный Меркурий в Скорпионе. А это история, когда мы копаемся в себе. Это история, когда мы копаемся не только в себе, но и в партнере. Когда мы ищем виноватых, когда мы боимся признать свои ошибки. Да? То есть не дотягивайте до этого. Ну и у нас еще и разворачивается Юпитер. Юпитер 11, естественно. Да? 11 ноября красивая дата. Разворачивается Юпитер в ретроградное движение. Здесь история связана с профессиональной деятельностью, социализацией, с обучением, поездками, образованием. Она остановится на недельку. И здесь нужно просто быть готовым, что не все будет получаться, как нам бы хотелось. Ну и, конечно же, ретроградный Меркурий, который дается, естественно, всегда заметили, летом после разворота планет, да, после звездных манипуляций, ретроградный Меркурий. И сейчас осенью. Для чего? Для того, чтобы навести порядок в новых изменениях. Ретроградный Меркурий – это всегда про порядок, про структурирование. И здесь ретроградный Меркурий начнется в Стрельце и закончится в Скорпионе. Это всегда профессиональная точка зрения, развитие, все, что связано с нашей мудростью, с нашими знаниями, все, что мы накапливали, весь опыт, его бы необходимо было бы классно, конечно же, реализовать. Но сложности этого ноября будут, я бы, знаете, сказала в чем? Что не просто так у нас вот все на небе вот так сложилось, да, потому что у нас еще в этот момент, когда под конец ноября у нас ретроградный Меркурий будет соединяться с Лилит. Лилит тоже в Скорпионе. И здесь я бы так сказала, что после вот всего того, что случится в 25-м, здесь и глобальные события, и события в
каждой жизни, да, сколько всего будет пройдено, потому что для львов, я считаю, 2025 год очень классный и очень мощный, да, и можно было бы сказать, что мы все будем делать свои итоги в ноябре, да, 2025, но у нас еще есть декабрь, который можно, в принципе, так-то округлить, потому что осознание все ноябрьские, да, то есть они придут только в декабре, то есть то, что нам нужно будет понять в ноябре, мы только сможем до этого дойти, принять где-то в себе только в декабре, да, поэтому скажу так, что ноябрь и декабрь 2025 года, это будет вторая половина ноября, это будет такой очень важный эмоциональный момент для львов. Здесь главное четко и трезво себе сказать, честно, все свои страхи. То есть вот эти передвижения планет на небе, да, это про наши страхи, про наше нежелание развиваться. Почему мы не развиваемся? Почему мы до сих пор на этом месте? Почему мы думаем, что у нас еще очень много времени? Почему мы думаем, что мы все успеем? Почему мы думаем, что запас ресурсов он безграничный? На самом-то деле так и есть. Но наш основной ресурс – это время, которое, к сожалению, с переходом Урана в Близнецы начинает неимоверно ускоряться. То есть Уран, когда был в Тельце, то есть он как бы разрушал нашу комфортную, приятно настроенную жизнь за последние десятилетия. Уран, переходящий в Близнецы, начинает очень сильно быстро ускорять время, события, связанные с коммуникацией, с передвижением, с общением с людьми, с образованием, с интеллектуальными знаниями. Да? Лев – это тот знак зодиака, который очень сильно, в принципе, на этом, на всем завязан. Плюс здесь еще такая подгрузка к семье, к родовой системе, как это было в вашей семье. Здесь, в принципе, момент отношения настроены в будущее, как вы хотите видеть свою семью, как вы хотите видеть свою не просто семью, род, клан, да, но это все начинается с вас. То есть с вас, дорогие львы. Ориентация сначала на вас, и потом уже вы делаете проекцию, расчищаете путь всем своим близким. Да? Если у вас в семье несколько львов, ну тогда беритесь за ручки и поехали, как говорится. Да? Особенно если вы разные декады львы в одной семье родились. Да? У меня, кстати, такие есть, комментируют и говорят, правда, я там и, по-моему, мама, мы разные декады. И вот правда, вот так случается гороскоп. Потому что кого-то будет штормить, кому-то будет хорошо, классно фартить. Поэтому берите за ручки и идите вместе. Вообще, в принципе, помогайте своим деткам пережить эти сложные периоды, потому что штормить больше всего будет в таких эмоциональных моментах деток ваших. Поэтому здесь ощущайте, что если у ваших детей начинается какая-то странная, непонятная история, это они вам просто помогают пережить все трудности в вашей жизни, осознать какие-то моменты, пойти в будущее, построить свое будущее. Я не скажу, что это плохо. Мы, люди семейные, всегда нам семья помогает. Хоть мы иногда говорим, да, мы только сами, все на нас держится. Нет, семья всегда помогает. Муж, дети, жены. Это все те люди, которые нам помогают, когда мы строим свою жизнь, будущее. И здесь вот ноябрь и декабрь – это та история. У нас еще в конце ноября заканчивает ретроградное движение Сатурн, а 10 декабря заканчивает ретроградное движение Нептуна. Они разворачиваются в рыбах, и уже февраль 2026 они уже больше все не вернутся в рыбы. И вот этот вот момент времени, который зависеть будет от вас, дорогие львы, да? Зима 2025-2026, какой вы ее сделаете? Будете ли вы сидеть в моменте ожидания, депрессивных моментов, то есть я бы так сказала, рефлексировать, либо вы подготовите очень большой пласт для работы, то есть подстелите себе соломочку, тростиночку. Во-первых, в голове своей соедините все свои мысли, как вы хотите. Да, где вам было страшно, но вы понимаете, что вы должны пожертвовать этим страхом ради своего будущего. И ноябрь и декабрь будут именно вот такими. Я скажу, что очень классный на самом-то деле по-своему для львов, поэтому здесь действуйте, мои дорогие, любимые, активные львы. Но еще раз скажу, что для того, чтобы пройти и ноябрь, и декабрь, вам нужна по жизни цель. Неважно, к какой декаде львов вы относитесь, потому что в этот момент
Марс будет в Стрельце. Марс в Стрельце очень классно влияет на львов, но без цели никуда не придете, ребят. Поэтому, подытожив весь гороскоп 2025, скажу, что для львов, ну, конечно, самая мощная активность действий – это львы первой декады. Но вот у вас вообще просто весь карт-бланш. Львы второй декады попроще, львов третьей декады еще подколбасит, но уже начнется как раз-таки разваливается прошлое и начинается масштаб работы над будущим. У всех львов эта история сохранить свою семью, укрепить ее. Это история того, что семья – это ваш тыл, это то, где вы черпаете неимоверное количество энергии, это те люди, которые помогают вам двигаться вперед. И здесь эту историю ни в коем случае не обнуляйте, не обесценивайте. Это очень для вас важно. И тем самым 2025 это будет начало серьезного, большого, мощного прорыва для львов. Поэтому, дорогие львы, я надеюсь, что вы используете весь потенциал и возможности, которые вам будут даны на этот год. Потому что шикарное для вас время. Действуйте, мои дорогие. Если у вас остались еще вопросы по какому-то периоду, либо свои личные оставляйте в комментариях под этим видео, либо же жду на консультации, как говорится, самый активный, быстрый и отважный, для того, чтобы быстрее сработать и вырулить. Ребят, по классике, как обычно, в конце ролика актуальное видео для того, чтобы принять верное решение, посмотреть, опереться на это видео. В течение года буду его дополнять, чтобы они были максимально в тренде, актуальны, как говорится. Ну и желаю вам потрясающего года, вот прям, чтобы началась эра активных, ярких, мощных львов, которые по жизни живут ярко, красиво, хорошо, классно и показывают другим, как вот так классно все-таки жить хорошо. Не где-то там обособленно, а вот так ярко, по-львовски, очень красиво. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам потрясающего года и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.